Всем привет! Во многих компаниях делят команды на категории и людей в командах на категории. И хотел просто поделиться своим методом, как я рекомендую это делать. Вот я так в голове делю более-менее людей на таких три категории. Но есть нулевая категория, которая в них не входит. Это, как правило, называется по Адизесу люди такие мертвые пни. То есть такая пятая категория у Адизеса. Люди, которые вообще ни на что не способны. У них просто нету достаточно хард-скиллов или софт-скиллов. Ну, то есть такие мертвые пни, от которых, как говорится, убытков больше, чем доходов. Ну и вообще, скажем так, расходы на них по времени или по всему остальному просто ниже. Это такой нулевой уровень. Первый уровень — это сотрудники обладают двумя навыками. Первый у них достаточно хард-скиллов и софт-скиллов. То есть, может быть, немножко хард-скиллов не хватает, но они как бы сильно мотивированы, они эмоционально вовлечены в процесс, и как бы софт-скиллы их минимально соответствуют продукту. И самое главное, они делают больше, чем от них требуется. То есть как бы задачу дали, а они сделали лучше. То есть они могут спокойно работать по правилам, и при этом, может быть, где-то их даже переступать в позитивную сторону. Но они как бы вовлечены в процесс и делают, еще раз, очень важно, больше, чем им сказали. Или чем от них попросила команда, или чем от них ожидает команда. И это очень важно. Это такой левел 1. Все, что не соответствует, это ниже левела 1. Дальше есть левел 2. Левел 2, он тоже такой довольно очень интересный. Во-первых, это люди, первое, что отличаются, они могут создавать правила по запросу. То есть, например, здесь не хватает правила, нужно правило. Это люди, которые могут уже немножко структурировать то, что происходит. Кстати, во многих, в судебной системе это уже такие апелляционный суд, у дизайнеров это арт-дизайнеры, у программистов это сеньоры. То есть люди, которые могут нормально организовывать свою работу. Они могут работать как индивидуально, они могут работать и командно. То есть они уже такие уже битые волки, они уже такие, знают, что такое голод, знают, что такое много мяса, такие, скажем так, боевые, сильные юниты, которые уже там нигде не растираются ни в какой ситуации, и самое главное, могут создавать правила. Вот. Дальше есть такой называемый level 3. Это в моей категории понимания, это самый высокий левел людей. Первое, чем они отличаются, они эмоционально могут абстрагироваться от ситуации. То есть, например, если какая-то там фича в продукте или что-то такое, они там не кричат: «О, это самое нужное, это...» Они, конечно, кричат точно так же в душе, но они могут понять, что эта фича может быть очень классная, но денег не принесет. Или могут понимать, что что-то им, может быть, не нравится, но это мега полезно пользователю. Они могут пойти на уступки, сделать то, что им самим не нравится, но то, что нравится пользователям, они могут прям это сделать. И это прям, очень важное качество. Потом дальше они понимают кучу геморроя, которые связаны с таском. В принципе, левел 2 тоже так часто понимает, но левел 3 это прям очень хорошо понимает, что если будет этот таск, то с ним еще будет такой-то, после этого будет такой-то, через 2-3 года будет вот так. То есть такой вот визионер даже этой же задачи. Он может спокойно переместиться на левел 2 и тоже все сделать, но он как бы понимает количество головной боли вокруг, потенциала, и, скажем так, он так спокойно, рассудительно, эмоционально не вовлечен, то есть он как бы вовлечен в результат, но в то же самое время не вовлечен в этот таск, как бы он так и вовлечен с одной стороны, он может от этого абстрагироваться. То есть он так спокойно, как птица в небе, летает и выбирает, какую же мышку съесть. Вот. И, естественно, он тоже использует коллега. Членов команды уровня 2 и 3 использует, конечно, такой, в позитивном отношении этого слова. Он, как Артемий Лебедев как-то сказал, что дизайнер — это инструмент арт-директора. В каком-то отношении, фраза имеет право на жизнь, очень интересная. Вот. И вот именно так же коллеги уровня 3, они, во-первых, еще больше слышат. То есть, когда, например, говорят, уровень 2, он немножко лучше слышит уровень 1, а уровень 3, он уже понимает даже то, что не сказал уровень 2. И они как бы легко, очень важно, они могут слышать и 2, и 3 уровень, они могут с ними легко общаться, они чувствуют от этого удовольствие, и они могут создавать правила, что тоже очень немаловажно. То есть они как бы так инициируют эти правила. Если уровень 2, он такой, ему дали правила, надо сделать, он пошел, накопал, раскопал, сделал. Уровень 3 это правило чаще всего немножко подделал. Но именно на этом уровне уже, на 3 уже, как правило, уже
такой как бы свободный полет, и ты понимаешь, как бы ты можешь выбирать все-таки, куда двигаться. Бардак там, ты начинаешь медленно вводить правила или набираешь себе команду, которая может эти правила наводить. И как бы еще такая очень важная вещь этого уровня, они видят все несовершенные вещи, то есть, и они в это, еще раз, очень важно, не вовлечены эмоционально. То есть нет в продукте вот 15 багов. Они, конечно, бы хотели это исправить. Как там, не знаю, директор или владелец, скажем так, владелец большой сети магазинов, он заходит в магазин и видит какой-то бардачок. Конечно, он хотел бы, чтобы этот бардачка его не было. Он, конечно, хочет кинуться и все за всех разобрать, или там сказать, ребят, почему такое. Но он как бы понимает, что есть бардак, что его надо исправлять, он пытается как-то сверху на это все как-то там влиять и как бы это все изменять. То есть, конечно, уровень третий, люди, они видят кучу всего, то есть они не кидаются, вот тут надо срочно поменять, тут надо куда-то уйти, тут нужно все сделать, мы сейчас все такой не перфекционисты. Они, конечно, тоже, может быть, перфекционист, никто не мешает, но все-таки они понимают всего последствия, они видят эти кучу ошибок, они, как говорится, как-то лев, который выбирает, что он может съесть, или, не знаю, там, орел, который летает и видит, выбирает, какую бы мышку ему съесть, он точно так же эмоционально непривязан, может эти задачки выполнять и приоритизировать. Вот так вот. Я очень надеюсь, что это вам поможет. И вы точно так же будете разделять людей на категории. Ни в коем случае это, еще раз говорю, не то, что там кто-то должен получать больше или меньше. Это такое больше и профессиональный, и эмоциональный рост. И самое главное, что хочу сказать, что главное отсекали уровень 0, или когда люди такие 0,5, между 1 и 0, и они вдруг начинают валить в сторону нуля, их надо быстренько от них избавляться. Естественно, людям разрешать расти к уровню 3. И, к сожалению, тут нужно только время, и, как-то говорят, 10 тысяч часов, мне кажется, каждый уровень как раз по 10 тысяч часов. Вот. Там 10 тысяч часов ты левел 1, или уже, может, полтора, еще 10 тысяч часов ты уже левел 2, и еще 10 тысяч часов ты уже левел 3. Ну, кто-то умудряется 10 тысяч часов прокручивать. Если знаем, там, по 160 часов в месяц, это сколько там, порядка, там, не больше 2 часов, 2000 часов в год минус отпуска. То есть там, кто-то пропускает один левел за 6-7 лет, кто-то за 3-4 года, например. Кто-то может фанат за 2 года. И вот пока продюсят все 3 левела. Вот, ну, очень рекомендую вам. Возможно, есть какие-то боги уровня 4, я еще не знаю, но сам проапгрейдюсь, и тогда, может быть, смогу увидеть. Удачки и используйте это в своих проектах, в нашей команде. И надеюсь, это вам больше немножко поможет разбираться в людях и делегировать. Удачки!